Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг, и сегодня мы поговорим о эфириуме, потому что для нас очень важен данный актив, он сильно недооценен, в нашем крипто-комьюнити ребята держат около 100 монет, и поэтому я хочу показать вам два альтернативных мнения, которые сложились на рынке в целом, среди американского сообщества и СНГ сообщества. И если мы зайдем в наш крипто-чат, то мы увидим с вами вот такую вот картину, и не только в нашем телеграм-канале вы увидите такие скриншоты. Много кто рисует вот такой вот как бы слайд, что у эфириума сформировался медвежий флаг, причем медвежий флаг на годовых таймфреймах, то есть весь этот тренд это был рост, произошло падение, и сейчас тот канал, тот восходящий тренд, который мы видим, это все огромный медвежий флаг. И мы поговорим о том, возможен ли такой сценарий, и если этот сценарий действительно будет оправдываться, до каких целей упадет эфириум, и также мы поговорим с вами о более перспективном варианте для эфириума с целями около 14-8-700 тысяч за одну монету эфириум. Я вам расскажу четкие пункты, за которыми стоит наблюдать, чтобы вы поняли, по какому сценарию мы идем. Сначала, ребята, давайте начнем с негативного сценария, и я вкратце расскажу, как это все видят в нашем СНГ комьюнити, да, не только в нашем телеграм-канале. Что предполагают люди? Что все то, что мы видели, это у нас был восходящий тренд. Здесь произошло распределение в 2021-2022 году. После этого эфириум упал на 81%, 82%. И то, что мы видим сейчас, это огромный такой медвежий флаг. Вы все знаете, как формируется структура медвежий флаг. Мы видим какой-то длительный восходящий тренд. После этого происходит резкое падение, и на этом падении у нас формируется вот такой вот восходящий канал. Что для этой фигуры характерно, что после того, как мы сформировали вот этот вот восходящий канал, мы его обязательно пробиваем и падаем приблизительно к тем минимумам, которые у нас были. И после этого, после ретеста канала, у нас даже может продолжиться этот, после технического отскока, да, в районе этих минимумов, у нас может продолжиться дальше нисходящий тренд. И если говорить о том, что это такой огромный медвежий флаг на годовых таймфреймах, то тогда теоретически мы можем предположить, что в принципе судьба эфириума решена, и дальше уже никакого роста у данной монеты не будет. Почему? Потому что так как мы видим и знаем с вами, умные ребята, что на рынке криптовалютам очень важно выходить и фиксироваться полностью, повторюсь еще раз, полностью фиксировать все свои позиции, которые вы накапливали в медвежьем рынке в фазе аккумуляции. Почему? Потому что если вы посмотрите на всю историю, что происходит с криптовалютами, то на медвежьем рынке они падают от 99-95%, да, до 70-60%. Более ликвидные инструменты, они падают не так сильно, как другие альткоины, да, то есть эфириум, биткоин, они могут на 80-70% всего лишь упасть. И что мы здесь видим? Да, мы упали на 81%. Если предполагать, что это мы поставили хай, и в данном месте сейчас происходит пробитие нашего вот этого восходящего канала, то что мы должны увидеть здесь по итогу? Здесь падает волатильность, эфириум уже не должен подниматься выше 2500, он уже больше выше этой отметки не поднимется. Мы будем расторговываться в этом диапазоне от 2500 до 2000. Здесь будет очень низкая волатильность, и после этого этот уровень резко пробьется и произойдет вот такое вот серьезное падение сразу приблизительно на $1600. После чего произойдет, возможно, технический отскок, очень сильный, но дальше мы плавно съедем и произойдет вторая волна импульса, где мы на падении уже спустимся до отметок $1000-900. Здесь снова может произойти технический отскок, и дальше, конечно, уже мы увидим снижение посерьезнее, покрупнее. Это негативный сценарий. Почему именно так? Потому что вы должны понимать, что если считать это хаем, при смене вот этого восходящего тренда мы будем падать
с учетом того, что появились ETF, и рынок стал более таким скованным, больше денег на нем, более контролирует сильно цену, чем в предыдущие циклы, да, мы видим, что как рост уменьшается, так и падение. Если тут на 94% падали, тут на 81% падали, то здесь мы можем предположить, что упадем на 74%, что в принципе, если считать, что это исторический хай сейчас нашего нового бычьего цикла, все сходится, мы должны упасть где-то на 74-70%. Это и будет отметка в районе $1000. То есть с учетом этого негативного сценария мы можем теоретически упасть на $900. Это наш вот такой вот негативный сценарий. Как понять, что мы действительно идем по этому сценарию? Во-первых, если цена не будет подниматься выше $2500, да, в принципе, вообще, если мы не будем видеть такого подъема цен. Это будет значить, что мы действительно идем с вами, ребята, по негативному сценарию. Второй фактор. После пробития этого уровня мы увидим сразу резкое падение на 1800-1600, даже 600. Мы не будем говорить про 1800. 1600. Сразу мы туда падаем. После этого резкий скачок, возможно, снова возврат на 2000. Но после этого плавно цена будет снова скатываться. Это уже будет означать, что точно мы здесь уже при отскоке таком на 2000 и снова спуском на 1600, это будет говорить о том, что 100% мы уже идем по этому негативному сценарию, и никакого роста уже в 2025 и в 2026 году выше $4000 по эфириуму не будет. Но есть одно большое но. Это то, что нам говорят объемы, это то, что нам говорит реальный анализ денег на рынке. Мы все с вами там любим верить в теории заговора, да, но должны понимать, что все-таки на рынке, если вы адекватный трейдер, решают судьбу цены любого актива — это деньги. Есть покупки, цена будет расти. Нет покупок крупного капитала, цена расти не будет. Поэтому сейчас мы перейдем к тому сценарию, к которому склоняюсь я, к позитивному сценарию, у которого есть свой особый подпункт. Да? То есть можно выделить основной позитивный сценарий и его маленький подпункт, так званый. Мы оценим сейчас в первую очередь именно деньги. На всем вот этом вот падении здесь длительное время торговался эфириум, и если мы разберем диапазон $1000-$4000, мы увидим, что здесь крупные объемы. И располагаются эти крупные объемы по ценам 1800, 1600-1300. Да? Это то место, где располагаются крупные объемы. Я на всякий случай проставил по этим ценам уже лимитки. Своими ребятами из закрытой группы тоже я там расставил лимитки. Да? И эти объемы, они по факту очень сильно сдерживают цену эфириума. Это тотальнейшая, огромная, сильная поддержка для нашего инструмента. Самый крупный объем в данном вот всем этом диапазоне у нас располагается с 1000 по $4000. Этот крупный объем располагается по $1600. Именно на этой цене, да, если быть точным, то это, конечно же, диапазон, а не уровень 1660-1540. Именно в этом диапазоне прошло самое большое количество денег, самое большое количество монет было проторговано. Это была самая интересная цена, да, по которой прошло больше всего торгов. Именно здесь победили покупатели и вытолкнули с этой цены с 1600 до $4000 эфириум. Поэтому, если действительно мы пробьем этот канал, да, я напомню, что мы сейчас проторговываемся над важным уровнем, это зеркальный уровень или ключевой уровень, так званый уровень смены тренда. Например, в прошлый раз это был здесь ключевой уровень смены тренда. Мы когда пробили $400 и упали на 86, то мы дважды тестировали этот диапазон, даже трижды, и после проторговки пошли в бычий рынок. То для эфириума, вы должны понимать, сейчас таким уровнем выступает уже не $400, а выступает уровень $2000. Вот это вот фиолетовая область, да, опять-таки не уровень, а все-таки область. И мы с вами знаем, что на самом деле на рынке, если пробивается ключевой уровень, то он пробивается моментально. Мы видим, что можем, конечно же, заколоть его, мы можем заколоть его один, второй раз, но на третий раз мы
его прокалываем и потом плавно скатываемся еще ниже. Что мы видим сейчас? Эфириум проторговался в этом диапазоне. Вот, мы видим эту проторговку, достаточно хорошую. После этого над этой проторговкой мы по эфириуму сформировали вот такую формацию. Закололи один раз, закололи второй раз, закололи третий раз, четвертый раз, улетели. Потом спустились, закололи еще один раз, закололи еще один раз и закололи еще один раз. То есть здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 касаний. 7 касаний данной области было по эфириуму. Здесь огромная шортовая ликвидность в любом случае находится. Вот. По-любому здесь куча стопов. И мы видим, что в прошлый раз такой картины не было. В прошлый раз эфириум не тестировал так часто эту область. Да, хватило 3 тестов, и сразу после этого произошло падение. Мы с вами знаем, что если опытные трейдеры, мы знаем, что если собираются пробить уровень, как это происходит? Мы видим уровень какой-то определенный, да, на инструменте. Мы видим, что после роста цена к нему подходит, тестируют его первый раз, происходит сильный отскок, после второго теста происходит более слабый отскок, мы можем спуститься еще раз и переписать ложно, создать бычью ловушку так званую, переписать локальный максимум, но потом снова спуститься, здесь падает волатильность, цена уходит сначала чуть-чуть под уровень, возможен ретест, возможно без ретеста, она плавно скатывается, в какой-то момент, когда мы достигаем стоп-лоссов, да, лонговых, цена делает вот такой вот огромный провал, резкое падение. Вот как это происходит. Поэтому я и расставил лимитки по эфириуму на всякий случай в данном диапазоне, потому что я предполагаю, что может быть такая картина, что если здесь упадет волатильность, то эфириум он может действительно рухнуть и заколоть 2 вот эти области. Но падение ниже 1560 долларов я не вижу. Я, если честно, вижу, возможен, конечно, негативный сценарий, в моем, это вот негативный сценарий, в моем позитивном таком общем видении долгосрочном по эфиру, это закрытие недельных свечей там в районе 1800, и тень может опуститься, коснуться 1650 долларов. Да? И получится, что у нас будут вот такие вот недельные свечи, как мы видим вот здесь, вот такими огромными тенями. И вот в данном случае тень может коснуться там 1600, но тела свечей будут все равно закрываться выше вот этой вот, да, или на границе вот этой вот фиолетовой области. Я предполагаю такой сценарий. Но только в том случае, если здесь упадет волатильность, и мы плавно будем скатываться под вот эти вот минимумы, под фиолетовую область. Если здесь эфириум будет вот так вот плавно скатываться, в какой-то момент мы можем тогда рухнуть. Если эфириум восстановится выше 2500 здесь, если он выйдет, хотя бы просто мы увидим такую цифру 2500, скорее всего, это будет означать то, что все-таки снова нас потащат на диапазон 3300. Почему? Почему такое произойдет? И это все-таки мой такой второй подпункт, без касания 1600, что все-таки здесь произойдет именно такая картина. Эфириум восстановится до 2500 сначала, и потом пойдет дальше. Что мы здесь видим по объемам? На уровне 2600 тоже есть крупные объемы уже в диапазоне от 2 до 4000. И также мы видим очень крупные объемы здесь, на 2300. Поэтому сейчас мы торгуемся в очень ликвидной области. Это 2000-2375. Посмотрите, какие крупные объемы, огромнейшие находятся здесь. И мы видим, что на самом деле весь этот флэт, он разделен на 2 таких блока. Это верхний, да, с очень ликвидной областью от 3500 до 2900 и нижней областью от 2600 до 2000. И здесь можно выделить пиковые значения объемов. Это 350, 2600, да, что в принципе здесь можно в такой диапазон определить. И опять-таки этот диапазон будет от 2500 до 2700. Вот поэтому и ответ на ваш вопрос. Почему я ожидаю, что если эфириум поднимется на 2500, он не будет касаться 1600? Потому что мы пройдем все вот эти вот крупные объемы и коснемся самого крупного объема во всем этом флете по уровню 2630. Если мы пойдем на 2500, здесь мы можем увидеть поджатие и пробитие этих крупных объемов. Если мы пробьем эти объемы, то мы снова перейдем в верхнюю часть данного флета и уже не будем спускаться вниз. Мы закрепимся над этой областью или, возможно, даже импульсно ее сразу пробьем и пойдем наверх.
на уже объемы 3300. А мы знаем, что здесь, кроме того, что располагаются очень крупные объемы, также по этой цене у нас еще и располагаются очень интересные такие характеристики. Мы видим, что на фьючерсах СМЕ есть огромнейший гэп с цены 3300. И вы меня в прошлом видео хейтили, да, очень сильно меня хейтили, там, где я говорил, что Трамп обвалит рынки после вот этого пампа, да, который случился с 2 до 2560, опять-таки. Вы мне что писали? Что гэпы не закрываются, это все чушь и бред. И что, тем не менее, я закрыл здесь свой лонг, который открывал по 200, и закрыл его по 2450. Я его закрыл, потому что я знал, что вот этот вот гэп, который мы здесь формировали, он перекроется, он перекрылся. Я снова зашел в лонг по эфириуму, и я жду закрытия гэпа полноценное 2600 и еще более огромного и серьезного гэпа, который просто огромнейший, он просто обязан закрыться, не может быть, чтобы он не закрылся, потому что он аж на 13%. Я могу поверить, что еще гэпы по 1% могут не закрываться, но 13% гэп, он закроется. И на 3300 эфириум обязательно сходит. И вы должны также понять, что если мы пойдем на 3300, скорее всего, это уже будет последний поход к 3300. После этого эфириум перепишет хаи, потому что у нас не только снизу, как многим шортовикам, да, и тем, кто верит в крах эфириума, мы должны понимать, не только внизу ликвидность стоп-лоссов, но и сверху тоже есть ликвидность стоп-лоссов. И если вы зайдете на платформу CoinGlass, то на этой платформе CoinGlass вы увидите, что около 8 миллиардов ликвидаций у нас располагается по ценам, начиная с 4114 долларов. Да? Тут 3 миллиарда, и дальше такие полочки есть еще. По 2 миллиарда, снова 3 миллиарда и много-много таких полочек. Снизу мы все ликвидации, которые были тут, сняли. Это касается именно фьючерсов. Мы сняли все эти ликвидации. Тут все смыто, все ликвидировано. Все ликвидации остались только сверху. Первые ликвидации 2870, потом ликвидации 3500, там, где у нас гэп наш находится приблизительно, и дальше уже у хаев. Поэтому все-таки, если мы снова пойдем вверх, этот уже рывок может стать для эфириума последним. Это будет полноценный рывок с пробитием вот этих вот всех границ фета. То есть здесь может быть даже это уже без остановок. Да? Если тут мы видели еще какие-то остановки, то после пересечения области 2668 может пойти ускорение так званое тренда. Если будет пробиваться этот весь диапазон флетовый, мы увидим цены сначала 5128 и дальше 6628. Это мой позитивный сценарий. Почему я еще уверен так? Не только из-за объемов и из-за ликвидации, также по техническим характеристикам в некотором эфириум говорит, что это действительно может случиться как раз таки вот так. Если мы посмотрим с вами на месячный таймфрейм, давайте включим технический анализ снова, да, я знаю, что я вам уже надоел, но все-таки посмотрите это видео до конца и подпишитесь на наш канал на YouTube и переходите в Telegram, переходите на светлую сторону криптотрейдинга, потому что у нас очень-очень много обучающих материалов, прогнозов, аналитики, да, очень много информации. Поэтому все-таки я бы советовался присоединиться к нашему комьюнити, ребята. Смотрите, на месячном таймфрейме по эфириуму, да, если мы уберем все вот эти вот сетки Фибоначчи, да, чтобы они нас не отвлекали, что мы видим на месячном таймфрейме? Мы видим какой-то рост, первая такая серьезная коррекция падения, еще одна коррекция и импульс все-таки. Отскок от области, последний, это колено так званое, или отскок дохлой кошки, и медвежка. Потом мы видим, что на медвежьем рынке мы в эту область заходим и много раз ее тестируем. После закрепления данной областью происходит новый мощный импульс и тренд. Если мы посмотрим на данную область на недельном таймфрейме, да, а не на месячном, давайте посмотрим, то вот как это красиво выглядит. Видите, как на недельке мы часто тестировали данную область, происходил импульс финальный, на котором нужно фиксироваться. Это уже альтсезон, именно это импульс альтсезона. Вот это вот пробитие, которое мы здесь видим, это импульс альтсезона. Вот это все. И здесь нужно выходить каждую неделю роста, когда вы видите каждую неделю импульсный рост, когда неделя закрывается такой огромной жирной свечой, нужно по окончанию недели, по закрытию недельной свечи,
нужно продавать свои активы. После чего мы видим на медвежьем рынке один тест, второй тест, третий тест, закрепление и рывок. Что мы видим в данной области? У нас на месячном таймфрейме точно такая же область. Как я эти области выделяю? Когда я вижу вот такие вот фитили крупные на месячном таймфрейме и коррекция от области, да, и потом на обратном движении уже сверху вниз я вижу отскоки от данной области, это говорит мне о том, что эта область станет ключевой на следующем цикле. Здесь я вижу точно такую же картину. На месячном таймфрейме я вижу вот такую огромную тень, я вижу коррекции от данной области, еще одну коррекцию, потом на обратном уже движении сверху вниз я вижу снова, как пытаются данную область, отскок от нее идет технический, отскок дохлой кошки, как это было здесь, и здесь отскок дохлой кошки и медвежий рынок. Потом мы видим множество уже ретестов на бычьем рынке. Мы видим один ретест, второй ретест, третий ретест. То есть пытаются пробить этот диапазон 2800-4100 с копейками. Да? О удивление. Не просто так здесь сформировался такой огромный флэт. И если вы знаете, как происходит пробитие уровней, то у нас есть какой-то уровень сопротивления. Да, цена идет к нему, резкая, очень сильная коррекция происходит, потом идет плавное поджатие, мы можем не дойти, мы падаем, да, потом мы еще раз доходим, можем проколоть и упасть еще раз вниз, но потом в какой-то момент происходит вот такая картина, когда минимум, мы не доходим до минимума, происходит поджатие и пробитие этого уровня. Может произойти не сразу, можем вернуться снова и после этого рост. Это то, что происходит на маленьких таймфреймах. Я могу вам просто сотни таких скриншотов показать и таких сделок, где мы это торговали там на 4-часовиках, да, на недельках. Вот, а это на месячном таймфрейме происходит. И куда же тогда у нас может уйти эфириум? В прошлый раз, когда мы пробили все это дело, распределение по эфириуму происходило на 127 уровне, 161 уровне по Фибоначчи. То есть первую основную часть позиции нужно скинуть на 127 уровне, и если мы уходим дальше, здесь нужно остатки свои продавать инструментов. Да? Поэтому здесь, скорее всего, что мы увидим, как мы пробьем этот флэт, и если мы посмотрим очень внимательно на флэт и на общий тренд, да, сейчас очень важно, что я вам хочу сказать. Нам нужно сопоставить уровни глобальные и уровни, которые мы видим по пробитию флэта. Это очень-очень важно. Еще раз, ребята, я вам акцентирую ваше внимание. С глобальной структуры уровень нужно 127 и 161 выделить и посмотреть уровни пробития флэта, да, Фибоначчи, и сопоставить эту информацию. Тогда вы поймете, как мы будем, скорее всего, двигаться, когда и если пробьем этот флэт. Смотрите, мы видим, что 127 уровень глобально располагается по цене 7700, но мы видим, что на выходе из этого флэта, скорее всего, будет первая остановка по цене 5000, да, то есть это чуть-чуть выше нашего all-time high, поэтому здесь может произойти первая коррекция, либо ее может не произойти, мы можем пойти дальше сразу на 6500 и от 6500 увидеть коррекцию на 5000. Потом после этого коснуться до 7700 и снова увидеть коррекцию. Почему коснуться 7700? Потому что это глобальный наш уровень. Это первая основная цель. Но здесь есть два таких подпункта, где лучше всего будет частично зафиксировать эфириум. Это 5 и 6500. А на 7700, понятно, нужно тоже скинуть такой приличный объем. То есть в этой области нужно сделать 30% фиксации. Это мой такой план. Дальше это не финансовый инструмент, рекомендация, еще раз, non-financial advice, да, это не финансовая рекомендация, это то, что вижу я. Дальше, после этого, что я предполагаю? Либо на этом все закончится, либо все-таки рынок будет очень сильный, и нам хватит сил, чтобы зайти в область выше 7700. Тут я уже не буду ждать там 10 тысяч, 14, я не буду ждать того момента, когда мы пойдем на 13-14 тысяч. Я на каждую неделю здесь планирую продавать по 10%. На каждая неделя, когда будет она выглядеть вот так вот, таким вот ростом. Я планирую выше уровня 7700 полностью ликвидировать весь эфириум каждую неделю по чуть-чуть. Потому что у нас это может произойти вот таким вот образом, да, коррекция, здесь длительное падение, и потом просто выстрел, и сразу медвежий рынок. Вот как это может произойти. Мы это не знаем. Никто не Ванга, и никто точно не знает, что будет с эфириумом.
Поэтому это вот такие вот у нас основные, можно сказать, даже 3 сценария. То есть тотальный негативный, потом негативный с переходом в позитивный и полностью позитивный, без падения и прокола вот этой вот области уровня $2000 за эфириум. Я надеюсь, эта информация, ребята, была вам очень полезна. Я не буду вам уже показывать кластера, потому что видео тогда затянется дольше, чем 26 минут. Это будет очень длинное видео. Это будет 30 минут, никто его не будет смотреть, это никому не интересно, всем интересно только заработать деньги, да, и никто не хочет как бы вникать в это все дело. Поэтому, кому интересно, можете в Телеграме посмотреть посты с кластерами, с аналитикой. Переходите туда, подписывайтесь. Ребята, всех обнял, понимаю, что сейчас сложно, тяжело, но будет легко уже понятно на росте. Поэтому желаю вам профита, терпения, встретимся с вами уже на альтсезоне. Всем профита!